Что ж, всем привет! Сегодня у нас распаковка. Это, скорее всего, будет очень длинная распаковка, но это альбомчики TXT Temptation. Были еще 5 версий, которые по мемберам. У меня одна штучка. Чтобы показать вам, как это примерно выглядит, я понятия не имею, что и как. Кажется, по мемберам, но нет никакой надписи, что и кто там. Для начала я хочу вам показать предзаказанные подарки. Во-первых, к сету альбомов я заказывала с Фиверса, шли вот там внутри карта, и это вот такая вот подставочка. Получается вот так. Бамгю вот в таком горизонтальном положении. Это мне попались, да. Сейчас я вам доставлю одну из карточек и покажу, как вообще это выглядит. Тут есть такая пластиковая штука, чтобы с внешней стороны ничего не произошло. И с обратной стороны они все выглядят вот таким вот образом. Я еле разобралась, как это все делается, когда снимала распаковку в ТикТоке. Придумают же. Еще тут вот такая вот красота. Все мемберы на вот такой вот подставочке. Из-за того, что я заказывала одну штуку, то одна предзаказанная карта. Сейчас я вам ее покажу. Получается вот одна предзаказанная карта. Вот у меня тоже Субин. Я очень рада, что смогла его выбить. В наборе шел карт-холдер. И тут надпись Бамгю. Я не знаю вообще, каким рандомным способом это все раздается. Но в любом случае у меня получилось, что это должно быть как-то вот так выглядеть. Субин, карточка Субина в холдере Бамгю. В общем, ничего удивительного, да. И давайте сейчас посмотрим. Если я не ошибаюсь, то тут, да, альбомы стоят вот в таком вот порядочке. Memory, типа воспоминания. Если я не ошибаюсь, если мой английский меня не подводит. Ну и тогда давайте начнем по порядку с буквы М. Это Daydream версия. The Name Chapter Temptation. Тоже вот надписи. Tomorrow by Together. И давайте же скорее откроем. У него... Вот я ожидала, что так будет, но это действительно так. Очень-очень приятная поверхность такая. Я не знаю, нужно просто ощутить, чтобы понять, что это. И карта. Как мы все знаем, как я уже рассказывала, когда распаковывала прошлый альбом, у меня во всех альбомах TXT, что у меня есть, у меня карты Йонджуна. Во всех. Вообще во всех. И вот интересно, будет ли снова Йонджун или, может быть, все-таки кто-то другой. На самом деле, я очень сильно надеюсь на Субина, но так как у меня есть уже 2 предзаказанные карты Субина, поэтому, в принципе, мне все равно. Но давайте... Интересно, Йонджун или не Йонджун? О, как тут много всего, наполнение TXT, как обычно, удивляет. Так, давайте сначала посмотрим карту, чтобы я не умирала. Это Бамгю. Это мой второй бес. Какой красавчик. Я не могу. Вау, я прям уже очень рада. Так, сейчас посмотрим остальное вот наполнение вот всяких этих штучек. Это картонная закладочка такая прозрачненькая. Если я не ошибаюсь, это закладка, но это выглядит как закладочка. Tomorrow by Together. Какая-то книжечка Temptation. И это Lyric Book. Получается, вот странички. Это Devil by the Window, Sugar Rush Ride, Happy Fools, Fit Color Tinnitus, Tunmeliga, Твего Шипо. Хочу быть камнем, типа того. И... Песня про Неверленд, у меня даже у нее хореография есть. Я забыла, как она называется по-английски, ну, короче, вот. Неверленды Тонамян. Прощание с Неверлендом. Типа, я знаю, как это переводится, что прощай, Неверленд, короче, вот, да. И вот тут вот тоже список. Вот такой вот прекрасненький лирикбук. Это, если я не ошибаюсь, должен быть диск Tomorrow by Together Daydream. Да, это диск. Вау! Очень-очень красиво все, знаете, вот по чуть-чуть распаковываю и по чуть-чуть все такое красивое. Прям вау-вау-вау. И, кстати, на удивление, другой вариант кармашка. Каждый раз у TXT такое разнообразие вариантов всего-всего-всего. Это открыточка Тэхёна. Красота, и тут Temptation. Вы этого не видели, я этого не делаю. Это наклеечки, давайте посмотрим. The Name Chapter Temptation, Tomorrow by Together, Daydream, That's My Farewell. Мой английский акцент не самый лучший. Ну да, это плакат. Прям так щедро они одарили нас
плакатом. Вау, я прям удивлена. Знаете, обычно за предзаказ идут плакаты типа отдельные, всякое такое. Тут прям неожиданно и приятно. Хайбу респект за это. И из наполнения все. И теперь давайте посмотрим сам альбом. Во-первых, очень-очень красивый узор такой в коричнево-зелено-черном оттенке. И тут the name chapter dictation. Must you walk down the painful road? What you meet and the end is nothing but a grow up who forgot how to dream. Child, take my hand. I'll show how fun it is to fly up above the sky. Вопрос, ты ходишь по дороге грусти. Короче, в конце концов, что-то там не забывай о том, что нужно мечтать. Child — это типа ребенок. Ребенок, возьми мою руку, я покажу тебе, как весело летать под облаками. В любом случае, я подпишу правильный перевод, но это Вика переводчик, да. Daydream и вот такие красивые, замечательные, сияющие тексты. Субин. Фотосессии этого альбома немножечко удивляют. Но, с другой стороны, это, знаете, немного есть отличия, потому что это выглядит эстетично. То есть, понимаете, есть разница между эстетикой и чем-то другим. Вот это эстетично, да. Dream on, good night. Devil by the window. Это строчка из песни. Скорее всего, тут будут еще строчки. Строчка типа «Мечтай, мечтай, спокойной ночи». Dream on — это, возможно, типа «Пусть тебе приснятся сны». Спокойной ночи, да. Бомбью. Кёнджун. Такой забавный. Тэхён на качели. Я стараюсь максимально быстренько все показать, потому что распаковка внутри альбома — это действительно очень время затратно. Кто будет смотреть распаковки длиной в вечность? Хинин, рядом с паутинкой. Напоминает момент из Пумы, где он сидит вот в этой клетке, и там на него светят лазерами. О, это как раз таки плакатная фотография, да. Тут по мемберам получается шея Субина с божьей коровкой, вау. Это Леди Баг. Глаз Янджуна, рука Бамгю, наверное, ладонь вот таким вот образом у Тэхёна, уж какая с паутинкой. Это дуэтные фотосессии. Юнджун Субин, Хюнин Кай Тэхён. Мастера эстетики. Хюнин Бамгю, Тэхён Янджун. Come a little closer, Шугарашайд. Подойди немного ближе из песни Шугарашайд. Субин и Бамгю, Бамгю и Хюнин и Юнджун с Субином. Какая красота. Это мне напоминает карточку. Цветочки. Очень-очень Субину идет блонд, хотя уже, мне кажется, они миллион раз перекрасились к моменту, когда ко мне дошли альбомы. Но все же. Прекрасный малыш Юни. И наполнения хорошие, стринс много. Я прям очень-очень горжусь Хайбом за то, как они продумывают все. Юнджун, Тэхён. Наполнение прям показывать. Миленькие ножки. Юнджун решил, что верх одежды ему совсем не нужен. Миленький Субин и Бамгю. О, тут еще подпись. На корейском. Ладно. Кибон чуэн ким рэми мат ачу талькум ханке. Happy Fools. Фотосессия прям, знаете, обычно в фотобуках, не сильно много фотографий, как в принципе. Но тут еще листать и листать. Я в восторге. Каждому так много уделяется моментов. Кыча гуру ганенке наманы рок-н-ролл из Тинитуса. У него в руках яблоко, наверное. Не надо есть цветы, Субин, пожалуйста. Не самая лучшая еда для кроликов. О, глаз Янджуна. 아름다운튼 그 모든 게 진실이 아니란 곁을 알게. Они тут такие веселенькие, замечательные. Так мило, так мило. Это одуванчики, кажется. Качели, дерево и лужа. Выберите своего героя. О, тут все пятеро. Снова дуэты. Субин Бамгю, Кай Тэхён. Общая фотография. Тут огромное письмо благодарственное от Субина, как я понимаю. Все, что я могу понять, это «Анёхсео Субин мне да, это здравствуйте, я Субин». И в конце «Ури Tomorrow by Together Чигу». Наши TXT лучшие. Ну, я в любом случае вставлю перевод.
Это тоже письмо, только от Юнджуна. От Бамгю. О, тут даже сердечки от Тэхёна. Вау, даже с английским от Хюнинкая. Анёхасеё, tomorrow but together с Хюнинкаем не да. Вау, это прям очень-очень много букв подряд в первой строчке. Потому что Хюнинкай вообще 4 слога, хотя в среднем в корейских именах по 2 слога. А tomorrow but together вообще очень длинное слово. Кредиты. TXT. Даже ссылки есть. С первым альбомом мы закончили. Надеюсь, что это не было слишком долго, потому что сейчас будет продолжение, да. Теперь Nightmare. Nightmare, как-то так читается. Короче, это кошмар. Удивительно, что розовый это кошмар, ну типа ночной кошмар. Так. И быстренько распакуем. Кстати, пока я распаковываю, я помню то, что был behind, где TXT проходили по заводу, как я понимаю, где запечатывались альбомы. Они проходили, и до некоторых из них доказывались, там сейчас подписывали. Я видела в Твиттере то, что кому-то попалась внутри подписанная открытка. Это прям вау-вау-вау. Даже если до моего альбома одного из них хотя бы не докоснулись, было бы уже прикольненько. Но я не могу об этом знать, но я просто буду об этом думать как о чем-то хорошем. Кто же? Это Тэхён. Диск. Тут я уже разобралась, как его открывать. Какая красота, прям такой очень, я даже не знаю, как описать это. Похоже, как будто бы это какой-то клубничный йогурт. Приятный, я даже не знаю, как описать. Комфортный такой цвет. Ну, снова Lyric Book. Он... Да, мне кажется, он вообще вот в точности такой же. Я вспомнила название песни, пока я листала. Forever Neverland. Вот, так, это открыточка. О, Хюнин. А это вот тут будет фотосессия, как у меня на фоне плакат. Снова такие же наклеечки, как были в прошлом. Такая вот закладочка. Вот такой вот замечательный плакат. У меня идентичный на фоне. Прям точно такой же, только это официальный. А то у меня просто из журнала. В любом случае, так приятно. Просто, знаете, не всегда получаешь плакаты на все версии, которые хочешь. TXT прям порадовали. Тут все такой же рисуночек, который я назвала таким приятно, клубнично, комфортным. Подпись. На черном фоне точно такая же надпись, как и в прошлом альбоме. Ночной кошмар. Хюнинкай. Джимон Good Night тоже из Devil by the Window. Они очень необычно, кстати, расположили то, что вообще полностью на 2 листах одна фотография. Субинчей. Красавчик. В Бамгю. Эта фотосессия, мне кажется, моя самая любимая. Я даже не знаю, у меня такие вот ощущения, то, что, да, ночной кошмар, то, что они такие в пижамах, в таком все в сине-голубом оттенке. Очень все симпатично. И Тэхён тут с песочными часами. Да, реально думаю, что вот эта версия и фотографий, и альбома будет моя самая любимая. Юнджун не может выбраться откуда-то. Из игрушек, что ли? Спящие красавцы. Такие перышки вокруг них. Хюнин. Тут все вот эти фразы, они повторяющиеся с прошлым альбомом. Тут зеркала за него. Это напоминает момент из клипа «Клип» на Eternally. Вот там, где много зеркал было. Рука и какой-то пушистик. Я не знаю, что это, диван или чья-то голова. Да, наверное, все-таки это место, где они лежали. Хотя было бы забавно, если бы это была чья-то голова. Aesthetic Men's. Очень миленько выглядит. Тэхён в подушках. Мне кажется, эта фотосессия для них была самая удобная, потому что они в основном лежали в таких мягких местах, среди игрушек, в пижамах. Такое вот все миленькое, комфортненькое. Как будто бы, все вокруг трясется, знаете, как момент тоже из 3-го альбома, когда концепт представлялся, там, где они сидели за столом и Субин вот так вот это. Тоже по ощущениям так же было. И, конечно же, с Кенчусеми тоже был похожий момент. О, это они тут на темном фоне такие. Субин на Бамгю. Юнджун на Бамгю.
И вот у них тут. Знаете, что мне напоминает еще эта пижамная вечеринка? То, что, помните, после первого альбома шоу One Dream, ну, за счет того, что они... One Dream для чего было сделано? Чтобы объединить их как группу. И они тогда лежали все и спали в одной кровати. Это было так мило. Вот тоже очень сильно напоминает все вот это. Тогда они были такими малышами. Сейчас уже взрослые. Сколько им уже? 4 года? Уже 4,5 после дебюта прошло. Жесть. Это же цельная фотография, даже не знаю, но так и нужно показать. Это мне напоминает тоже момент из одного из клипов, где Бамгю, или даже из двух, ну вообще у него по их вселенной тоже он постоянно нарик какой-то. Рок-н-ролл. Как будто бы ангелы. Тут даже маленький полароидик вот он. И сама фотография вот таким вот образом. Еще вокруг тоже перышки. Перышки похожи, как будто бы небольшие голуби летают беленькие. Очень-очень красивый у них наряд, даже с учетом того, что это как бы пижама, все такое. Но очень-очень красиво и эстетично выглядит. О, они как будто бы на них смотрят через типа подзорные трубы, типа того, или как это называется. Короче, вспомнила, как Субин смотрел на что-то в одном из клипов тоже. Там еще ребенок был, огонь, все такое. И снова письма благодарственные. Он держит в руках какую-то штучку в виде сердечка. Линджун держит колокольчик. Интересно, что бы это значило. Как мило, он держит, я даже не знаю, это кролик, овечка, что-то вот такое беленькое. Вот это песочные часы, про которые я до этого говорила. Хинкай, это духи у него, такие сердечные. Ну и снова черный фон и кредиты. Я прям горжусь, мне кажется, я очень-очень быстро справляюсь с тем, чтобы все посмотреть и показать. Ну и теперь для полного комбо мне нужна карточка с Субином. Тут только судьба может решить, да или нет. И третья завершающая версия альбома — это Farewell версия прощания. Тоже зеленый, до этого был падает. До этого был темно-зеленый с коричневым. Это зеленый, салатовый и немножко беленького карточек. Кто же? О! Это снова Тэхён. У меня сегодня большое везение на Тэхёна. У меня из этого сета альбомов 3 Тэхёна с учетом предзаказа и 2 Субина, все предзаказки. Вот такая вот я везучая. Но в любом случае, я ни капли не разочарована, потому что в любом случае это мой BRTXT. Снова идентичный лирикбук, поэтому я не буду его показывать. Покажу диск. Очень-очень красиво, прям так ярко. Знаете, такой эмоциональный зеленый цвет. И кто же? Хюнин. Еще один. У меня там был тоже Хюнин. Да. Такие же наклеечки и плакат. Плакаты — это дикий восторг, потому что, как вы видите, у них достаточно много, даже не знаю, их не посчитать уже. Вот такой вот плакат. Красавчики в белых рубашечках. И смотрим внутренность. Тут уже беленькая. Та же самая подпись. Travel. О, и тут море. Это морская их фотосессия. Тут надписи. Down to Earth. Вниз к земле. Я не знаю, размыто. Lord Star. Падающая звезда, наверное. Я не знаю, не видно плохо. Nowhere. Прям сейчас, прям здесь. Sugar Shy. Янджун тоже на двойной фотографии такой. Сумин. Вау. Такое, знаете, растерянное выражение лица. Еще в лодке сидит. О, еще. И Бамгю тоже в лодке. Куда уплывать собрались? Ну, если они прощаются с Неверлендом, то да, логично. Лодочная фотосессия. Он такой миленький, такой, знаете, немножечко как будто бы на барашка похож. Знаете, фотография такая прям эстетика. И у Субина рожки из волос. Но все-таки из-за того, что они, скорее всего, снимали на ветру, либо у них был искусственный ветер какой-то, очень естественно все так выглядит. Я не могу. Красавчик. О, это в воде чьи-то ножки. Бамгю или Янджун, может быть. Мне очень сильно нравится оформление. Мне кажется, такого никогда не видела, прям, чтобы все было настолько продумано. Красиво. Я даже не знаю, как бы все альбомы, понятно, что у всех групп все альбомы очень сильно продумываются, но тут, мне кажется, все прям так естественно выглядит, прям как должно быть. О, мне кажется, я где-то это видела. Либо это был концепт фото, либо просто.
У них очень-очень симпатичные рубашечки. Я прям смотрю, они, знаете, какие-то не прям супер-пупер особенные, но за счет своей простоты они выглядят так хорошо. Вообще, кстати, я говорила уже про это, когда распаковывала альбом Kingdom, то, что у них пока что, за все время, что я смотрю, не было мембера посередине разворота, вот здесь, на корешочке, на разрез лица. То есть у них очень грамотно все сделано, чтобы не было подобной проблемы. Это они ночью, наверное, у костра, или это лампа Тэхёна. То, что уже наступила ночь. А тут снова уже день. Либо уже, либо еще. Такие волны. Такой романтик. Тоже романтично-грустное лицо Янджуна. И это одеяло. Ну, еще одно одеяло, только уже у Сабина. Замерзли, что ли? Хотя возле воды всегда немножечко прохладнее. И Бамги тоже с одеялком. Знаете, вот так вот смотришь, вроде как все хорошо, потому что они все всегда рядом вместе. Но когда смотришь на TXT рядом с другими группами, они прям такие супер-пупер высокие. Жесть. Ну, из-за того, что они все вместе рядом, поэтому они кажутся, на одном примерно уровне. И поэтому кажется очень красиво. Но если только вдуматься по поводу их роста, становится по ощущениям еще более красивыми они становятся. Это у них лампы и одеяло. Получается, у Бамгю и Юнджуна у них зеркальные варианты одеяла. Рисунок немножечко разный, но у одного светлое черное, другого черно-светлое. У Тэхёна как будто бы... у Тэхёна и Хюника тоже появились одеяла. И это ЧБ фотографии тоже романтик, наверное, знаете, в чем суть? Суть в том, что для них приходится покинуть Неверленд, и они проходят такую фазу, типа, нет, я не хочу, ну надо, ну я не хочу, ну надо. О, тоже ЧБ, Сабин и Бамгю. Все в лодочках, кроме Юнджуна. Юнджун, видимо, у него машина, он на машине уедет оттуда. И снова благодарственные письма и красивый Сулин Слам. И снова кредиты, TXT. Вот такой вот вкусный и зеленый цвет. Я не знаю, почему вкусный, но он так приятно выглядит. И еще у нас вот эта Виверс-версия по каждому мемберу. Я понятия не имею, что там должно быть. Если в альбоме я еще представляла, что может быть, то вот тут я понятия не имею, что и как. Поэтому давайте просто посмотрим, что это такое. Ну, просто, знаете, я заказала не потому, что я хотела собрать, я собираю сеты альбомов, но от этого я не заказала сеты, потому что мне просто было интересно вообще, что это такое. Что это может быть интересненькое. Лилиби версия. О, Юнджун. Кто-то удивлен. Я ни капли не удивлена. О, это... это... Вау. Вау, тут диск. Юнджун. Вау, я просто не ожидала, что это вот таким вот образом это выглядит. Тут диск Лилиби версии с Юнджуном. Вы знаете, помните, я говорила про Юнджуна? Вот я удивлена была, что ни карточки, ничего не попало с Юнджуном. Но именно эта версия, именно она с Юнджуном. Юнджун моя судьба, очевидно. Тут, кстати, другой вариант с держателем диска. И получается, это для того, чтобы сохранить интригу того, что вообще будет в этой игре. И вот такой вот фиолетовый вариантик с Юнджуном Лилиби. Что-то падает отсюда. Что это? Тут еще и набор какой-то. Это карточка такая. Ну, это, наверное, больше открытка, побольше. Temptation. И карта Хюнина. Мне даже здесь повезло на Хюнина. У меня сегодня Хюнин Тэхён день. И Юнджун, очевидно, тоже. С учетом того, что мои биасы Субин и Бамгю, я должна быть разочарована, но я... Нет! С учетом того, что у меня без Субин и Бамгю, возможно, должна быть разочарована, но я ни капли не разочарована, потому что... Ну, потому что какая разница, если это TXT? Фотобук Юнджуна. Юнджуна. Вот он. Юнджун. Лилиби. Main Chapter Temptation. Просто беленькая. Такая вот эстетика. Это получается у них как такие мини-сольные варианты альбомов. О, тут какие-то какая-то подпись. Lily, trusted child has come a long way. The child took a step without hesitation.
But the devil whisper hobbled him back. Must you walk down the plain road? What you'll meet at the end is nothing but just grow up who forgot how to dream. Child, take my hand. I'll show you how fun it is to fly up about the sky. To tempering and ignore the sense awaken the flying gravity. Is it okay to hold the hands of his devil? What choice will the child make? История в том, что ребенок вторника бродил и встретил демона, который задал ему вопрос, чем он сказал ему ту фразу, которая была в начале этих альбомов. Тут идут рассуждения о том, что именно выберет этот ребенок. О, это не все так просто. Я пропустила мини-плакат. О, окошко. О, это просто эстетичный кадр, окошко, возле которого он сидел. Симпатичный такой наряд с какой-то... Наверное, это больше похоже на цепочку. Это выглядит забавно, но я не знаю, каким образом это... Как они вообще думали, это должно выглядеть, если его так напополам разрезало. Я не понимаю. Интересно, будет ли тут продолжение текста по поводу выбора ребенка? Красивый цветок возле уха. Как бы в полный рост было красиво в том альбоме, но в этом из-за того, что он такой малоформатный, плоховато видно. Вот так вот хорошо. Удивительно, что никаких подписей, кроме вот этой, нету больше. А я хочу знать ответ, что выбрал ребенок вторника. Можно мне, пожалуйста, пояснить? Мокрая платка. Симпатично выглядит. Сердечко на шее. Вау. Тут еще сердечко на него так светило. Вот видите, тут на тени видно. И снова его немного разрезало. И снова у него светит сердечко. Сердечко и тут светит тоже, да? Ох, очень-очень-очень красиво. Это трек-лист, получается, вот Юнджун. Трек-лист я уже озвучила. О, и это тоже лирик часть началась. Все такое зеленое. Я, кстати, сегодня тоже переоделась под зелененький стиль альбомов. Возможно, немного не попала в оттенок, но я пыталась. А, кстати, я не озвучивала по поводу того, кто какую песню написал. Давайте я сейчас быстренько я вам озвучу. Кредиты от мемберов. Happy Falls Yeonjun, Bangyu, Taehyun, Sumin и Hyunin Kai. Tinnitus, Taehyun Yeonjun, Forever Neverland, Yeonjun. Благодарственное письмо от Yeonjun. Очень-очень весело то, что меня на постоянке преследует Yeonjun в альбомах TXT. Я как бы не против, но просто это немножечко забавно, я считаю. Так, давайте сейчас я быстренько заново вам покажу, что вообще в альбомах. Это в Лилиби версии плакатик Yeonjun, карточка Hyunin Kai и вот такая вот открыточка Yeonjun. В Forever версии карточка Taehyun, открытка Hyunin Kai. В Nightmare карточка с Taehyun, открыточка с Hyunin Kai. Daydream, открыточка с Taehyun, еще Taehyun. Я забыла, что у меня тут открытка с Taehyun. Карточка Бамбю, которая спасает сегодняшнее положение, как в принципе. В общем, думаю, что на этом стоит заканчивать. Надеюсь, что вам понравилась моя распаковочка. Надеюсь, что вы поставите лайк и подпишитесь. Вы можете посмотреть плейлист с моими некоторыми распаковочками. Надеюсь, что вы будете ждать мои следующие распаковки и прочие видео. И на этом я думаю, что стоит прощаться и скажу